Привет, меня зовут Лена. Я готовлю ПП-десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить вкуснейший торт «Молочная девочка» в ПП-варианте. У меня на канале уже есть рецепт этого торта. А в этом рецепте я решила воплотить молочную девочку в варианте без глютена, с еще более низкой калорийностью, с повышенным содержанием белка и сниженным содержанием углеводов. Получился великолепный торт с насыщенным вкусом сгущенки. Друзья, я знаю, как актуальна для многих, особенно сейчас, стоимость наших полезных десертов. Поэтому я посчитала себестоимость всех своих десертов и выбрала самые выгодные из них. Вы удивитесь этим ценам. Торты от 250 до 360 рублей за килограмм. И десерты от 200 до 400 рублей за килограмм. И это полезные десерты, которые делают вас здоровее и заменяют баночки с БАДами. Благодаря таким рецептам питаться вкусно и полезно теперь очень бюджетно. Я сформировала сборник с 15 самыми бюджетными рецептами с моего канала и канала Артема. Среди них 6 рецептов тортов, от простых до более замысловатых. И 9 рецептов самых разных десертов, от конфет до синнабонов. А также лайфхаки, как снизить себестоимость десертов и самые бюджетные замены ингредиентов. Для каждого десерта в этом сборнике есть активная ссылка на видеорецепт на YouTube и текстовый рецепт в Яндекс.Дзене. Сами рецепты в этой книге описаны кратко и доступно, поэтапное приготовление с указанием самых важных нюансов и фотографиями процесса там, где это требуется. Распечатав такой сборник или просто сохранив его в электронном виде, вы сможете питаться вкусно и полезно без лишних затрат. Приобретая эту книгу, вы окупите ее в несколько раз на первом же торте. Ссылку на скачивание книги я оставлю в описании к этому видео. Для коржей нам понадобится 90 грамм муки. Для наиболее белкового варианта я использую смесь 50 грамм миндальной муки и 40 грамм сывороточного протеина. Вместо них можно взять просто 90 грамм любой вашей любимой муки. Количество протеина увеличивать я вам не рекомендую. Сухие ингредиенты я сразу соединяю в сите, так можно не промешивать их отдельно. Добавляем 20 грамм сухого молока для молочного вкуса и 5 грамм разрыхлителя. 5 крупных куриных яиц разделяем на белки и желтки. Белки я отделяю над отдельной чашей. И убедившись, что ни грамма желтка не попало к белку, переливаю белок в чашу для взбивания. Желтки перемешиваем венчиком и, продолжая активно помешивать, вливаем к ним 50 грамм кипятка. Всыпаем к желткам сухие ингредиенты. Если вы не пользуетесь ситом, то прежде чем всыпать к желткам, тщательно перемешайте сухие ингредиенты между собой. К белкам добавляем 1/3 чайной ложки соли. Подсластитель. Для взбивания белков отлично подходит объемный подсластитель, натуральный сироп без сахара, пудра эритрита или монк-фрут – это идеальные варианты. Но если у вас подсластитель с высоким уровнем сладости, как и у меня, его не получится положить много, то нужно добавить что-то для стабильности белков. В этом отлично может помочь ксантановая камедь – натуральный ингредиент, с которым белки не опадут. При этом он намного более экономичен, чем те же объемные подсластители. Взбиваем белки до устойчивых пиков. Как только они стали неподвижны при перевороте чаши, останавливаем миксер, чтобы не перевзбить. Небольшую часть белков перекладываем к желткам. Перемешиваем лопаткой. Еще немного белка. Таким образом мы добиваемся более пышной консистенции желтковой массы. Благодаря этому ее потом будет проще смешать с белками. Перекладываем в общую чашу и перемешиваем аккуратными движениями лопатки снизу вверх. Получается мягкое, пышное тесто. Выпекать коржи лучше всего на противнях, застеленных антипригарными ковриками. Выкладываю половину теста на один противень.
Распределяю тесто так, чтобы из него потом можно было вырезать 3 коржа диаметром 16 сантиметров. Тонким ровным слоем. Отправляю коржи выпекаться в разогретую до 160 градусов Цельсия духовку на 17 минут. Вторую половину теста точно так же распределяю по второму противню. Следом за первым отправляю его в духовку также на 17 минут. За это время коржи очень аппетитно подрумянились. При желании вы можете достать коржи из духовки чуть раньше и оставить их светлыми. С помощью кондитерского кольца или любого круглого предмета вырезаем 3 коржа диаметром 16 сантиметров. И на втором противне тоже 3 коржа. Получается 6 тонких и очень вкусных молочных коржей. Теперь приготовим крем на основе протеиновой сгущенки. Нам понадобится 600 грамм молока, 100 грамм сывороточного протеина. У меня очень вкусный ванильный протеин с хорошим составом. С другими видами протеина тоже должно получиться, но консистенция может немного отличаться. Добавляем 80 грамм сухого молока. Количество сухого молока можно немного варьировать, и можно заменять его на сухое кокосовое молоко. Подсластитель. Немного перемешиваю массу лопаткой. А дальше проще всего использовать погружной блендер. Перемешиваем до однородности, чтобы не осталось ни одного комочка. Отправляем крем на небольшой огонь и увариваем при постоянном помешивании. Очень важно лопаткой собирать весь крем с дна сотейника, чтобы избежать перегрева. Именно на дне крем начинает густеть, и важно его постоянно промешивать. Температура готовности крема около 82 градусов Цельсия. Визуально крем загустевает. Вы видите, что при перемешивании за венчиком остается след, а также обычно при этой температуре идет заметный пар. Особенно внимательно я рекомендую отслеживать консистенцию всем, кто готовит на других видах протеина. Готовый крем сразу снимаем с огня и продолжаем помешивать еще примерно минуту. По сути, это наша протеиновая сгущенка, только более концентрированная и густая. Крем получается консистенции мягкой сметаны. При охлаждении он немного загустеет. Если вам нужно хранить крем какое-то время до сборки, то накройте пищевой пленкой в контакт. Собирать торт будем в том же кольце диаметром 16 сантиметров. Кольцо ставим на подложку, внутрь выкладываем ацетатную ленту и на середину подложки капаем немного крема. Выкладываем первый корж. На него кладем примерно 110 грамм крема. Выравниваем. Выкладываем второй корж. Аккуратно прижимаем. Выравниваем. И второй слой крема. Таким же способом выкладываем все слои. Коржи, кстати, при желании можно пропитать, но не переборщите с пропиткой. Каждый корж немного прижимаем, чтобы он соединился с кремом. На верхний корж тоже обязательно наносим крем, чтобы он хорошо пропитался. Накрываем торт пищевой пленкой. Этот крем заветривается при хранении, поэтому пленку нужно соединить с кремом в контакт. Отправляем торт в холодильник как минимум на 8 часов, а лучше на ночь. Оставшийся крем понадобится нам для бокового покрытия. Его тоже накрываем пленкой в контакт и храним в холодильнике. Когда торт настоялся, снимаем с него пищевую пленку, кольцо и ацетатную ленту. Покрываем торт тонким слоем крема сбоку. Если вы хотите получить торт без обсыпки,
то лучше приготовить крем на покрытие, который не будет заветриваться, например, на основе рикотты. Немного выравниваю торт сбоку. Сверху тоже наношу немного крема для ровного покрытия. И выравниваю. В качестве посыпки можно использовать измельченные обрезки от коржей. А у меня это сегодня кокосовая стружка. Посыпать торт удобнее всего над противнем, так как крошка всегда сыпется повсюду. Посыпаю верх торта. Вот такой простой и нежный молочный тортик получился. Я поставлю на него фигурку медвежонка. Это полностью съедобный, безумно вкусный медведь. Конечно, без сахара, и в нем 29 грамм белка на 100 грамм. Я сняла видео с его приготовлением. Если вам интересно было бы увидеть такое видео, дайте знать в комментариях, и мы подготовим его для вас. Давайте разрежем тортик. Медведя постараюсь не тронуть. Этот торт отличается от моей предыдущей молочной девочки. Он не такой мягкий и пружинистый. Коржи в нем более ощутимы. По текстуре, мне кажется, они больше всего похожи на коржи классического медовика, а по вкусу молочные. А крем очень мягкий и сладкий. Что осталось неизменным в этом торте, так это насыщенный молочный вкус. Здесь он очень активный за счет протеиновой сгущенки. И содержание белка просто шикарное для торта – 18 грамм на 100 грамм. Этим тортом очень легко насытиться надолго, хотя калорийность у него совсем невысокая. И он такой вкусный, что точно попадает в мой плейлист, понравится даже тем, кто не на ПП. Спасибо за лайк, готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными десертами. Пока!